Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим свиную грудинку в духовке. Получается она очень вкусной и ароматной. Такой грудинкой с легкостью можно заменить колбасу на бутерброде, а также она отлично смотрится в мясной нарезке на праздничном столе. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим рассол. В кастрюлю наливаем 1,5 литра воды. Насыпаем 2 столовые ложки с горкой соли. Кладем 10 горошин черного перца, 1 чайную ложку семян горчицы и 2 лавровых листа. Сюда же насыпаем 1 столовую ложку приправы для шашлыка. Все ставим на огонь и перемешиваем. Когда вода закипит, готовим еще 1-2 минуты и снимаем с огня. Маринаду даем полностью остыть до комнатной температуры. В остывший маринад кладем 1 кг свиной грудинки. Предварительно ее нужно хорошо очистить и помыть. Оставляем ее мариноваться минимум на 6 часов, я оставила на ночь. Прошла ночь, все замариновалось. Вынимаем свиную грудинку из рассола и вытираем ее со всех сторон бумажными полотенцами. Свиную грудинку лучше выбирать такую, где больше мяса. На мясо выдавливаем через пресс 1 головку чеснока. Сверху все равномерно посыпаем 1 чайной ложкой приправы для шашлыка. Руками распределяем приправы по грудинке со всех сторон. Подготовленную грудинку перевязываем кулинарной нитью. Ее можно заменить обычной хлопчатобумажной нитью, сложенной в несколько раз. Также у меня на канале есть и другие рецепты приготовления свиной грудинки. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Форму для выпечки смазываем растительным маслом. В форму кладем подготовленную грудинку. Форму накрываем крышкой или фольгой. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем 1 час. Готовим соус. Берем 1 столовую ложку сладкой красной паприки и добавляем 1 чайную ложку меда. Сюда же наливаем 2 столовых ложки воды. Все перемешиваем. Прошел 1 час. Вынимаем грудинку и смазываем ее сверху приготовленным соусом с медом. Примерно 1/3 часть соуса оставляем, он нам пригодится позже. Опять ставим в духовку запекаться на 10-15 минут. Фольгой уже не накрываем. Прошло 15 минут. Грудинку переворачиваем. Смазываем ее соусом с другой стороны. Опять ставим в духовку запекаться на 10 минут. Грудинка готова, переворачиваем ее и оставляем остывать. Остывшую грудинку нарезаем порционными кусочками и подаем на стол. Она вкусная как в теплом, так и в холодном виде. Такая мясная закуска идеально сочетается с разными соусами, черным хлебом, овощами и зеленью. Готовьте на здоровье и приятного аппетита! Если вам понравился рецепт такой запеченной грудинки, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.